На одной из холодных зимних ночей в Бухаресте, когда мороз пронизывал до костей, а снег хрустел под ногами, на замерзших улицах города, настигнутой горем и страданиями, возникла покалеченная овчарка. И ее бросили на произвол судьбы как ненужный предмет. Эта собака, получившая имя Душа от группы волонтеров, едва могла передвигаться. Ее жизнь находилась на грани, и по ее состоянию было видно, что она столкнулась с ужасами, о которых большинство из нас даже не может представить. Когда волонтеры нашли Душу, они пришли в ужас. На ее теле были видны следы страшного насилия, отрубленная нога, многочисленные раны, выбитые зубы и оторванный хвост. Эта бесчеловечная жестокость исходила от человека, которого местные защитники животных назвали бухарестским мясником. Под этим прозвищем скрывался человек, который низвергал святые начала уважения и любви к животным в ад, оставляя следы крови и страданий. Душа, наслушавшаяся о таких людях, осталась живой лишь благодаря чуду и крепкому организму. Ветеринар, который ее осмотрел, был поражен тем, что она вообще выжила. Как это возможно? Думал он, когда осматривал ее окровавленное и изможденное тело. Судьба порой удивляла, а в данном случае ветеринар лелеял надежду, что Душа сможет возвратиться к жизни. Для него это было настоящим чудом, когда большинство собак, попадающих в такие условия, теряют бойцовский дух и сдаются. Душа продолжала бороться. Ветеринар знал, что без оперативного вмешательства шансы на выживание падут до нуля. Он собрал команду, чтобы провести сложную операцию, никто не знал, как собака отреагирует, но действия требовались немедленно. Тем временем волонтеры, узнав о Душе и ее трагической судьбе, организовали сбор средств. Они понимали, что эта собака заслуживает шанса, несмотря на ужас, который ей пришлось пережить. Каждый из них вспомнил о своих собственных любимцах, и это давало им силы. Они искали людей, готовых помочь, и в социальных сетях активно распространяли информацию о найденной овчарке. Если кто-то мог восстановить Душу и подарить ей новую жизнь, это были они. Полицейские элементы не проявляли интереса к расследованию дел бухарестского мясника, который, похоже, действовал безнаказанно. По информации волонтеров, за несколько дней до встречи с Душой в этом же районе были найдены 3 щенка. Зверски убитых, их судьба стала примером бездействия и беспомощности местных властей. Боль и ненависть, смешиваясь с безысходностью, охватили сердце каждого волонтера. Каждый из них задавался вопросами: разве это не наш долг защитить тех, кто слаб, или как вообще возможно, чтобы мужчина остался на свободе после совершения такого злодеяния? В ответ на эту ненависть и бездействие волонтеры начали проводить собрания, где обсуждали, как добиться справедливости для Души и всех остальных собак, ставших жертвами бухарестского мясника. Они начали организовывать общественные акции, собирая подписи под петициями, требующими улучшений в системе защиты животных. На каждой акции присутствовали защитники животных и простые граждане, многие из которых также испытывали ненависть к тому, что происходит вокруг. С каждым днем волонтеры становились все более решительными в своих намерениях. Они начали собирать факты, фотографии и статистику о жестокости, которая царит в Бухаресте, и публиковать их на своих страницах в социальных сетях. Они размещали посты о Душе и других жертвах бухарестского мясника. Эти истории трогали сердце многих людей, и слово постепенно начинало расходиться, как лесной пожар. Люди со всех концов города стали присоединяться к волонтерам, уведомляя о новейших фактозначительных событиях. Ветеринар заметил, что собака удивительным образом перенесла весь процесс. С каждой минутой она становилась все сильнее. Вместо того, чтобы сдаваться, она начала бороться за свою жизнь, используя все свои оставшиеся силы. В тот момент, когда волонтеры узнали о ее выздоровлении, в их сердцах разгорелось пламя надежды. Наступили теплые дни весны, и Душа из ворот больницы выглядела уже гораздо лучше. Ее шерсть стала блестящей, а глаза начали светиться жизненной энергией. Эта овчарка восхищала всех вокруг. В ее движениях не было ничего от прежней бедности. Она снова стала собакой. Каждый день волонтеры проводили с Душой, обучая ее основным командам и прививая ей доверие к людям. Их усилия, старания и любовь постепенно приносили плоды.
Душа начинала доверять людям, и каждый шаг, который она делала, становился победой над ее страданиями. Для каждого защитника животных эта маленькая борьба стала настоящей метафорой надежды и силы. Но несмотря на улучшение в ее состоянии, в Бухаресте оставалась реальность, от которой нельзя было избавиться. Бухарестский мясник по-прежнему оставался на свободе, и волонтеры не могли смириться с этим фактом. Вся их работа, вся борьба за спасение души казалась бы бессмысленной, если этот подонок не получит заслуженного наказания. Как только они увидели ту ненависть, которую испытывают к нему, и осознали, как много собак могут попасть в подобные ситуации, их усилия по изобличению этого человека только усилились. Однажды группа волонтеров решила действовать кардинально. Они обратились к опытным расследователям и местным журналистам, зная, что именно так они смогут привлечь внимание к этой проблеме. Будучи вдохновленными защитой души, они организовали пресс-конференцию, на которой рассказали о всей жестокости, проявленной бухарестским мясником. В их голове была мысль: если достаточно людей узнают об этом, возможно, кто-то проявит интерес к расследованию. Для проведения пресс-конференции волонтеры создали мощную кампанию. Они разослали приглашения в различные СМИ и в другие организации, занимающиеся защитой животных. Журналисты спросили их об интересных фактах, о том, что они предприняли, чтобы исключить бухарестского мясника. Они поделились своим опытом, переживаниями и борьбой за правосудие. Для свидетелей, которые присутствовали на этих недостойных спектаклях, эта журналистская работа стала настоящей гордостью для каждого волонтера. Публика отреагировала с интересом. И вскоре в городе начались журналистские репортажи о страданиях животных, морозных ночах и, в частности, об ужасах, которые пережила душа. Люди были потрясены от истории об бухарестском мяснике, и многие стали выкладывать свои мнения на защиту животных в социальных сетях. Об этом начали говорить даже на уровне правительства. Ход событий стал более благоприятным. Кто-то начал жаждать справедливости. Эта жажда росла, как снежный ком, собирая вокруг себя людей, искренне желающих изменить ситуацию. Волонтеры нашли ей новый дом в Англии. С каждым днем надежда на новое лучшее будущее становилась все более реальной. Душа ждала с нетерпением этот момент, продолжая укреплять связь с волонтерами, которые стали ее новой семьей. Каждый их день был заполнен радостью и гордостью за то, что они смогли спасти эту овчарку. Когда должна была произойти долгожданная поездка, душу ждали лишь чудесная судьба и новое начало. Все волонтеры собрались вместе, чтобы проститься с ее прошлым и приветствовать ее будущее. Обняв ее, они пообещали, что продолжат борьбу за тех, кто не имеет голоса, и будут искать бухарестского мясника таким образом, что тот понесет наказание за свои злодеяния. Душа теперь символизировала их стремление к улучшению условий для всех бездомных животных. Смотря как уходит душа, волонтеры понимали, что это было хорошее начало. Каждый из них был горд и полон надежды, что они смогут без конца продолжать сражаться за живых существ, которые, как и душа, заслуживают шанса на новую жизнь. Это было только старт для всех. И, конечно, уходила не только душа, она оставила за собой нечто большее: веру и понимание, что даже после самых страшных испытаний может настать любовь и преданность. Расследование по делу бухарестского мясника продолжалось. Позже систематизированный отчет о всех фактах жестокости стал основой для судебного разбирательства, в результате которого власти наконец задумались о реальных мерах по защите животных. Вопросы о морали и безнадзорных собаках стали подниматься на различных уровнях. Это был поворотный момент, который поразил румынское общество. Спустя несколько месяцев удалось собрать достаточно информации, чтобы начать расследование бухарестского мясника.
Стремление волонтеров и концерн за состояние бездомных животных привело к созданию первой службы по защите прав животных в столице. Это была маленькая победа, и она поразила всех. Вспыхнула искра надежды, что мир все же может измениться, что каждый шаг на этом пути способствует будущему обустройству и благополучию животных. Не оставалось другого выбора, кроме как продолжать настойчиво и решительно работать, чтобы придавать больше силы своим усилиям, фиксируя крепкие узы в их сердцах с этими спасенными душами. Бухарестский мясник не мог убить надежду, и как бы ни шла эта борьба, волонтеры шли вперед. Душа стала их символом и сломала стену равнодушия, показывая, что даже когда приходит тьма и страдания, в мире всегда есть место для любви и милосердия. Эта история должна придавать силы всем, кто сталкивается с предательством, жестокостью и темными углами в жизни. Итог, что собака смогла выжить и была спасена, стал не только триумфом волонтеров, но и лучом надежды для всех, кто переживает подобные испытания. Это была не просто борьба за одного питомца, это стало движением, призывающим к исправлению и восстановлению справедливости для всех живых существ.